Всем привет! Вы на канале Космос Auto, и сегодня мы находимся на территории бывшей Кренгольской мануфактуры, где полным ходом идет строительство трассы для мероприятия, которое состоится в июле месяце. Организаторами данного события являются Narva RX Team и их партнеры. Кто эти ребята, чем они занимаются и что за идею решили воплотить в Нарве в этом году? Давайте отправимся к ним на базу и получим ответы на интересующие нас вопросы. А поможет нам в этом Глеб Богданов. Глеб, кто ты? Привет всем, меня зовут Глеб, я пилот нарвской гоночной команды Narva RX Team, представляю нашу команду в Эстонии по ралли-кроссу, если вы слышали, что такое ралли-кросс, если нет, то я вам потом расскажу. Хорошо, непонятно. Как и когда ты пришел в автоспорт? В автоспорт я пришел лет 15, начал ездить в народных гонках по Эстонии. Сел за руль я лет в 10-11. Как получилось, так вырос на хуторе. У нас была компания друзей, мы покупали машины какие-то, немножко битые, старые, и катались по полям, по гравийным дорогам, то есть, скажем так, набирались опыта, и в 15-16 лет я узнал, что у нас в Эстонии проводят официальные гонки, где может принять участие любой. Я это все узнал, отцу показал, что вот есть такие соревнования, попросил его помочь мне отвезти, и так и затянуло, начал ездить. Когда создали команду Narva RX Team? Narva RX Team появилась, я думаю, что лет 5 назад, когда я начал ездить ралли-кросс. Потому что в ралли-кроссе нужна команда, одному там сложно участвовать, без механиков, без водителей, кто тебя отвезет на гонки. То есть это такой процесс очень. Обратил внимание, а что за трасса у вас рядом с базой? Для чего она? Да, все верно. Мы, когда переехали на новое место, на нашу новую базу, мы увидели рядом пустующую территорию. И появилась мысль, что надо использовать ее для тренировок, для проверок машин, чтобы там тренировались дети. Скажем так, есть такая цель, чтобы на этой нашей маленькой тренировочной трассе обучать подростков, детей. То есть у нас приходили там 5-летние, катались на баге. То есть, скажем так, хотим продвигать эту культуру автоспорта в Видавирум, в Нарве. Поэтому сейчас трасса на стадии доработки, то есть еще в процессе стройки, но планы есть на нее, чтобы проводить там обучение, обучать подрастающее поколение, чтобы им было проще приходить в автошколы уже с какими-то знаниями. То есть хотим сделать так, чтобы на эту трассу мог попасть любой желающий. То есть если у тебя есть желание попробовать себя, узнать, что такое экстремальное вождение, хотим прийти к этому. То есть планы такие. Супер затея, надеюсь, все получится. Главное верить и единомышленники. Все зависит от командной работы. Вкратце объясни, пожалуйста, в чем разница между ралли и ралли-кросс? Если вообще говорить вкратце, то ралли у нас получается от точки А до точки Б на время, и у тебя есть штурман, который тебе говорит заранее, куда какой поворот. Наверное, все играли в компьютерные игры, поэтому. А ралли-кросс — это
контактный вид спорта. Старты там в основном по 4-6 машин. И трасса протяженностью до 1,3 километра. То есть 1300 метров за кольцованная трасса. То есть это, скажем так, очень разный вид спорта. Поэтому, если это так вообще говорим, очень грубо и вкратце. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the game. Вот, собственно, наша боевая машина для ралли-кросса, на которой я принимаю участие. Уже на ней, наверное, 3-й год, и в этом сезоне мы тоже едем на ней. То есть для участия в ралли-кросс машину как-то надо подготавливать? Да, подготавливать, то есть требует немало времени, немало денег и как бы вообще рук надо приложить. То есть это машина с каркасом безопасности, с одним сиденьем, как вы заметили, то есть, как мы говорили ранее, что ралли-кросс едет без штурмана. Что еще у нас тут? Машина, кузовные детали на 70% пластиковые, для того, чтобы облегчить машину. То есть есть регламент, что машина не должна весить вместе с водителем не меньше 1000 килограмм. То есть, поэтому в ралли-кроссе очень борется за вес, ну и как и во всех гонках, то есть во всех классах. Мотор как-то может быть форсирован, изменена подвеска? Да, конечно, в мотор добавлены мощности, то есть, конечно, переделанный, форсированный. Подвеска тоже у нас стоит специальная для ралли-кросса. Кстати, российского производства Spectrum, то есть ездим на ней очень довольны. Что еще такого? По всей видимости, тормозные диски, колодки. Да, тормозные диски, конечно, все стоит не оригинальное, чтобы вовремя можно было остановиться. То есть, как бы одно дело добавить мощности, но еще надо остановить эту мощность, скажем так. Поэтому Достаточно активно принимаешь участие в подобных событиях. В ближайшем времени где планируешь участвовать? да, у нас буквально на этой неделе, на этих выходных 13 числа состоится первый этап Эстонии по ралли-кроссу. И мы готовимся как раз к нему. И надеемся увидеть болельщиков с Нарвы. То есть это будет круто очень. Поэтому да, готовимся и принимаем участие. Ну, помимо всего этого, насколько я знаю, вы решили воплотить в этом году какую-то свою задумку непосредственно здесь, у нас в Нарве. Расскажи, пожалуйста, более подробно вот об этом мероприятии. Да, мы решили устроить Рахва Спринт. Это будет 3-й этап Рахва Спринта Эстонии. Наш клуб решили, скажем так, появилась идея показать людям, что такое народные гонки, что в них может участвовать, по идее, любой человек, у кого есть желание как-то влиться в автоспорт. То есть, поэтому вот так вот. Какой-то регламент есть? Да, регламент на самом деле не очень какой-то замудренный. То есть машина, это может быть гражданская машина. Главное, чтобы у тебя был шлем безопасности, огнетушитель. Скажем так, это основное. То есть покупаем лицензию, то есть гоночную лицензию и в путь. То есть можно начинать. На какие даты намечено это мероприятие, где оно будет проходить у нас? В Нарве будет 3-4 июля проходить. Первый день у нас будет проходить на фабрике бывшей Кренгольм мануфактуре. То есть Непосредственно на самой территории? Да, на самой территории будет проходить первый день. То есть мы готовим сейчас трассу, все в процессе. А второй день будет проходить в городе. То есть старт будет с Петровской площади, тоже очень будет зрелищное мероприятие, поэтому ждем зрителей. Должно быть интересно очень. Какое количество участников ориентировочно вы ожидаете?
Ну, наши прогнозы такие, что 100-120 участников со всей Эстонии будет. И когда будет открыта регистрация на данное событие? Регистрация открывается у нас с середины июня. То есть, так что если есть какие-то, скажем так, вопросы, как туда зарегистрироваться, как все-таки попробовать участвовать в Нарве, мы готовы помочь, организовать, то есть сказать, что надо сделать для этого, помочь подготовить машину к этим соревнованиям. То есть наш клуб готов помогать, то есть обращайтесь. You don't listen that much. Yo, I just found what you say for the crowd. 'Cause some of y'all don't listen at all. Some of y'all don't answer that call. Это был наш день в гостях у Narva RX Team. Надеюсь, вам было интересно. До встречи 3 и 4 июля на народном спринте в Нарве. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну а мы прощаемся с вами совсем ненадолго. До скорых встреч. Поехали!